Я приветствую всех, кто заглянул на мой канал «Вязание спицами». Меня зовут Елена. В сегодняшнем видео предлагаю вам связать вот такую вот хорошую красивую кофточку на лето, на девочку. А, Эта модель универсальна. Вы также можете связать точно такую же кофточку и на мальчика, потому что здесь лицевая гладь. Допустим, брать другую пряжу синего, коричневого, черного цвета, ну, мальчишечьего, и уже можете вязать такую вот кофточку на мальчика. Кофточка такая достаточно теплая, но она легкая, что будет актуально в нашу погоду, в наши холодные летние вечера, потому что жара у нас стоит нечасто. Эту кофточку я вязала на свою дочку, ей 3,5 годика. Вязала я ее из пряжи Bianca Baby Luxe от Yarn Art. 50 грамм, 150 метров. 40% детская шерсть и 60% премиум акрил. Вязала в две нитки. Одна нитка у меня была вот такой вот, Bianca Baby Luxe, а вторая нитка была Ангора. Пряжа от Wool Min Sing Angora. Здесь 25 грамм, 175 метров. 50% пух норки, 10% натуральный шелк и 10% суперфайн меринос, 30% нейлон. Вязала я спицами номер 4, все полотно, и очень это меня порадовало. Сами видите, что кофточка получилась довольно-таки пушистенькая, очень мягкая, и расцветка тоже летняя. Вот. Другую кофточку я буду вязать из другой пряжи, но все будет то же самое. Расчет петель я делала отдельно, буду показывать для той кофточки, как вот я вязала. Для этой кофточки я делала другой расчет петель, потому что образец вязала уже, соответственно, с этой пряжи. Ну все, давайте приступим с вами к вязанию. Итак, для вязания нам понадобится пряжа. Я буду вязать эту кофточку из пряжи Allegro от Yarn Art. В 50 граммах здесь 145 метров. Также круговые спицы на леске не менее чем 60 сантиметров. У меня это спицы номер 4,5. Крючок, если вдруг у нас потеряется петля, мы тут же ее поднимем. Сантиметровая лента, маркировочные кольца в количестве 10 штук, нить контрастного цвета для снятия петель рукава, счетчик рядов, ножницы и пуговки. Я вот пока что купила 3. Посмотрю, какая пуговка будет лучше сочетаться с этой пряжей. И в конечном итоге выберу одну, пуговицы одинаковые. Одну из них, я имею в виду, из этих моделей. Вот. Также еще ручка и листочек для того, чтобы сделать расчеты. Прежде чем приступить к нашему вязанию, необходимо связать образец из той пряжи, из которой вы собрались вязать данную кофточку. Образец у меня связан в высоту 10 сантиметров. Здесь я отобразила вот нижнюю часть резинки и планку. И посчитала, сколько петель у меня в 1 сантиметре на планке, на резинке, то есть, и на лицевой глади. Итак, все мои расчеты вы сейчас видите. Также вы можете по ним сделать свои расчеты, допустим, если вашему ребенку больше, чем 4 года. Или же, допустим, вы вяжете эту кофточку на себя. Значит, в резинке, в планке у меня получилось в 1 сантиметре 2,3 петли. В лицевой глади в 1 сантиметре 2 петли и в высоту 3,2 ряда. Обхват горловины, который мы будем вязать, 38 сантиметров. 38 сантиметров мы умножаем на 2,3 петли и получаем 87,4 петли. Округляем это количество петель, которое у нас получилось, либо в меньшую сторону, либо в большую сторону до четного числа. Дальше реглан у меня будет состоять из одной петли, 4 регланных петли по одной, то есть 4 петли. 88 петель мы набираем. На реглан я распределила петли таким образом. 88 я вычла 4 петли регланной линии, получилось 84 петли. 84 петли я разделила на 3 части, на спинку, перед и рукава. Получилось 28 петель. 28 петель спинка, 28 петель перед и 14 петель должно быть на рукавах. Но я
по 2 петли забрала отсюда 2 петли и отсюда 2 петли, чтобы прибавить их сюда. Теперь у меня получается на спинке 30 петель, на переде 30 петель и по 12 петель на рукавах. Итого у меня получается 88 петель. 88 петель вместе с регланными линиями. Значит, дальше я решила связать росток 2 сантиметра. Я думаю, что для ребенка 3 лет росток 2 сантиметра более чем достаточно. Больше просто не нужно. 2 сантиметра я умножила на 3,2 ряда. 2 ряда и получила 6,4 ряда. Также округлила их в меньшую сторону до четного количества рядов. 6 у меня поделилось на 2, получилось 3 точки разворота. 3 точки разворота мы должны сделать вот здесь вот, когда будем ходить прямыми поворотными рядами. Так, 12 я поделила на 3, у меня получилось по 4 петли. 12 поделила на 3, по 4 петли. На точке разворота у меня уйдет по 4 петли. Значит, теперь, когда мы будем с вами вывязывать спинку и рукава в ростке, то на спинке у нас будет больше на 6 рядов, чем на переде. Поэтому мы отсюда забираем 6 петель и получаем на спинке 23 петли. А сюда мы прибавляем 6 петель, получаем 36 петель. Итак, теперь нам нужно сюда записать точное количество петель, которое у нас будет на спинке, рукавах и на переде. И проверить себя. Значит, на спинке у меня будет 23 петли. На переде 36 петель. Рукава 24 петли. Реглан, регланные линии 4 петли. Значит, на спинке 24 петли. Вот здесь вот я неправильно, 30 минус 6, у меня получилось 23. Сейчас я перезаписывать не буду, поставлю вам, подпишу. Вот здесь вот вверху добавлю, что 24 петли. Все вместе должно у вас получиться 88 петель. Все, можно приступать к вязанию. Я набрала на спицы самым обычным способом 88 петель. Ниточку здесь я завязала, чтобы она мне не мешала. И теперь приступаем к вязанию. Значит, раппорт нашей резинки с вытянутыми петлями составляет высоту 2 ряда и состоит он из 2 петлей. Начинаем мы всегда с изнаночного ряда. Первая петля это кромочная. Дальше вяжем лицевую петлю, а изнаночную просто переснимаем нить перед работой. Опять идет лицевая петля. И следующую петлю переснимаем нить перед работой. Лицевая, сняли петлю, лицевая, сняли нить перед работой. Этот раппорт мы повторяем так до конца ряда. Я закончила вязать первый ряд. Предпоследняя петля у меня была изнаночная, я ее сняла, не провязывая нить перед работой. И последнюю кромочную я провязала изнаночной. Работу свою мы поворачиваем уже на лицевую сторону и начинаем вязать лицевой ряд, второй. Кромочную петлю мы снимаем, провязываем лицевую лицевой петлей, а изнаночную изнаночной петлей. Лицевая, изнаночная, как в обычной резинке 1 на 1. Лицевая, изнаночная. Так мы вяжем с вами до конца ряда. Последняя петля кромочная будет изнаночной.
Итак, я провязала полностью раппорт нашей резинки. Первый ряд и второй. Дальше ряды начинают повторяться. Третий ряд мы вяжем так же, как и первый. Кромочную снимаем, лицевую петлю мы провязываем за заднюю стенку, изнаночную петлю переснимаем за переднюю стенку. Лицевую провязываем, изнаночную переснимаем. Лицевую провязываем, изнаночную переснимаем. Все, так мы повторяем до конца ряда. Четвертый ряд я свяжу тоже самостоятельно. В четвертом ряду мы будем провязывать лицевую и провязывать изнаночную. И в пятом ряду мы будем также вязать, как в первом и в третьем ряду. После того, как я провяжу пятый ряд, я к вам вернусь, и мы начнем уже делать нашу первое наше отверстие для пуговки. Итак, я провязала уже 5 рядов, и у меня начал вырисовываться наш узор. Теперь я буду говорить не в рядах, а буду говорить в лицевых рядах и в изнаночных рядах. И считать ряды я здесь не буду, так как я думаю, что это не имеет смысла. Каждый вяжет на свой размер. Поэтому наш воротничок, стоечка, будет где-то по высоте 3 сантиметра. И я считаю, что нужно здесь сделать для ребенка первую пуговку. Если вы вяжете на взрослого человека, тогда вы можете вязать дальше и как бы первую пуговку и делать, провязав, допустим, сантиметра 3. Вот. Я решила сделать здесь первое отверстие для пуговки. Так, здесь мы провязываем с вами 6 петель. Это лицевой ряд наш, лицевой. Петли здесь выглядят вот так вот. Здесь мы будем провязывать и лицевую, и изнаночную петлю. Кромочную петлю мы считаем. 1 кромочная, лицевая 2, изнаночная 3, лицевая 4, изнаночная 5, лицевая 6. Поворачиваем работу на изнаночную сторону. Переснимаем эту петлю на правую спицу и вяжем в обратном направлении. Лицевую мы в изнаночном ряду провязываем, а изнаночную петлю мы переснимаем. Лицевую мы провязываем, а изнаночную петлю переснимаем. И кромочная у нас изнаночная. Поворачиваем опять работу на лицевую сторону и вяжем. Лицевую снимаем, дальше лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Все, эти 6 петель мы провязали. Далее мы делаем накид. 2 накида. Сделали 2 накида. Накиды мы делаем от себя. Вот так вот, от себя. 1, 2. И вяжем уже также дальше лицевой ряд. Изнаночная петля, лицевая, изнаночная петля, лицевая, изнаночная петля, лицевая, изнаночная петля, лицевая. Вяжем так до конца нашего ряда. И следующий ряд получается изнаночный до вот этих вот накидов. Дальше мы с вами встретимся. Итак, я дошла до наших накидов. И перед ними у меня лицевая петля. Она вот так у меня повернута. Значит, я завожу правую спицу за лицевую петлю и подхватываю первый накид. Это делать неудобно, но так, поверьте, самая аккуратная петелька выходит. Так, подхватила. Нет, не подхватила. Итак, я ввожу спицу в лицевую петлю и подхватываю свой первый накид. Вот таким вот образом. Это второй накид, это первый накид. И провязываю эту петлю лицевой. Дальше работу свою я поворачиваю на лицевую сторону.
У меня здесь пряжа волосатенькая такая. На лицевую сторону. Вот та петля, которая у нас провязана вместе с накидом. Я ее просто переснимаю на правую спицу. Аккуратненько. Переснимаю на правую спицу. И вяжу себе дальше опять лицевой ряд. Лицевую провязала, изнаночную. Лицевую провязала, изнаночную. Лицевую провязала, изнаночную. Вяжу этот ряд до конца. И следующий ряд я также к вам вернусь перед вот этим накидом. Вяжем сейчас лицевой ряд, потом изнаночный до вот этого, до петли с накидом. Итак, я подхожу уже к своему накиду. И перед ним у меня вот такая вот петля. Так. Эту петельку я сейчас разверну, чтобы она лежала вот так вот. Вот так. И точно так же ввожу спицу в лицевую петлю эту и подхватываю заднюю стеночку этого накида. Так, вот таким вот образом. И провязываю эту петлю лицевой вместе с накидом. Так, провязала, тут подтягиваю аккуратненько и вяжу дальше изнаночный ряд. Все, мы с вами связали отверстие для нашей первой пуговки. Вот так вот оно выглядит у меня. Смотрится оно очень аккуратно. Также оно может растягиваться хорошо. Допустим, если брать пуговку побольше. Высота сейчас моей планочки получается, ну, где-то 2,5 сантиметра. 3 еще не хватает. Я свяжу сейчас еще лицевой ряд и изнаночный. И к вам вернусь, и мы начнем с вами уже отмечать наши регланные линии. Итак, мы провязали с вами воротничок. Сделали отверстие для пуговки. Вот оно. Высота нашего воротничка сейчас 3 сантиметра и где-то 4 миллиметра у меня получилось. Ну, в общем-то, 3 сантиметра. И сейчас мы будем с вами отмечать уже регланные линии. У нас сейчас должен быть лицевой ряд. Для этого я беру расчеты свои, ложу их рядышком и начинаю отсчитывать петли. Значит, здесь у нас напереди 36 петель. Их надо поделить пополам. Пополам, потому что здесь у нас будет идти 2 части напереди. Наш перед будет состоять из 18 петель здесь, из 18 петель с другой стороны. Значит, я предлагаю вам распределить следующим образом. Отсчитаем 10 петель. 10 петель это будет у нас планка, которая будет идти вдоль изделия. И повесим маркер. 2, 4, 6, 8, 10. Это будет наша планочка. После нее мы нашу будем лицевую гладь отделять одной изнаночной петлей. Теперь нам нужно отсчитать еще 8 петель. 2, 4, 6, 8. И также повесить здесь маркер. Так, все вместе с начала ряда у нас должно быть 18 петель. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Дальше у нас идет петля регланной линии. Мы ее отмечаем также маркером. После этого у нас идет рукав 12 петель. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Вешаем маркер. Петля регланной линии 1. После этого спинка 24 петли.
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Петля регланной линии, маркер. Дальше 12 петель рукава. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Так. 12. Петля регланной линии. Дальше 8 петель. 2, 4, 6, 8. 8 петель. Это здесь будет у нас лицевая гладь. И 10 петель наша планка. 2, 4, 6, 8, 10. Все, мы с вами выделили наши все линии, которые нам нужно будет, на что нам нужно будет обратить внимание по ходу нашего вязания. Сейчас мы с вами сразу будем вывязывать здесь росток и делать прибавки вдоль регланных линий. Прибавки я делаю при помощи накидов. Итак, сейчас у нас лицевая сторона. Мы вяжем 10 петель планки. Кромочную мы снимаем, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Перекидываем маркер. Наша планочка закончилась. Вяжем одну изнаночную петлю. И дальше вяжем просто лицевую гладь. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. Все, 7 петель лицевой глади, делаем накид. Перекидываем маркер. Из изнаночной вяжем лицевую. Перекидываем маркер, делаем еще один накид после регланной линии. И вяжем 12 петель рукава. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Делаем накид перед регланной линией. Перекидываем маркер. Провязываем регланную линию. Перекидываем маркер. Делаем еще один накид. И вяжем уже 24 петли спинки. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Дошли до регланной линии, делаем накид, перекидываем маркер, провязываем регланную линию, перекидываем маркер, делаем накид. И здесь мы провязываем нашу первую группу петель, 4 петли. На рукаве мы провязываем только 4 петли. Раз, два, 3, 4. Так, отмечаем, что мы их провязали. Поворачиваем наше вязание на изнаночную сторону. Снимаем петлю с левой спицы, перекидываем ее на правую и затягиваем рабочую нить за спицу. И вяжем в обратном направлении.
Итак, я сейчас на петлях спинки провязываю полностью петли спинки. Все, я довязала до регланной линии нашего рукава. Так, провяжу наш накид. И вяжу здесь на этом рукаве 4 петли. Раз, два, три, 4. Провязала, отмечаю их сразу. Разворачиваю работу на лицевую сторону. Переснимаю последнюю петлю на правую спицу и затягиваю рабочую нить к себе. И вяжу уже лицевыми петлями, делая прибавки около регланных линий. Лицевыми петлями. Так, это у нас рукав. Делаем прибавочку, перекидываем маркер, регланная линия, прибавочка. Лицевые петельки у нас идут, спинки. Спинку вяжем. Все провязываем. Полностью провязываем спинку. Так. Так, делаем прибавочку. Мы подходим сейчас к петлям рукава нашего. Перекидываем маркер, делаем еще одну прибавочку. Лицевая. И здесь мы ищем нашу двойную петлю. Вот она, наша двойная петля. Провязываем ее лицевой за переднюю стеночку. Вот так вот. И от нее еще провязываем 4 петли. Сразу я их отмечу. Раз, два, лицевыми 3, 4. Это петельки нашего рукава. Работу мы поворачиваем на изнаночную сторону. Переснимаем последнюю петлю на правую спицу. Ниточку затягиваем за спицу. И вяжем изнаночными петлями до двойной петли вот на этом рукаве. Ищем здесь двойную петлю. Около двойной петли я к вам вернусь. Итак, я сейчас около двойной петли на нашем другом рукаве. Вот наша двойная петля. Я ее провязываю изнаночной за заднюю стенку. Нужно подхватить петлю так, чтобы она была провязана. Вот таким вот образом. И дальше я беру следующую группу петель, 4 петли провязываю на этом рукаве. Раз, два, три, 4. Разворачиваю работу на лицевую сторону. Переснимаю последнюю петлю и затягиваю рабочую нить к себе. И вяжу уже лицевыми петлями, опять делая прибавки вдоль регланных линий до нашей двойной петли на другом рукаве. Так, прибавка, маркер, прибавка, маркер, прибавка. Так, ой, тут не прибавка была, тут регланные линии. Я просто сказала, что прибавка. В общем, вяжем петли спинки и ищем двойную петлю на нашем втором рукаве и встречаемся с вами там. Так, я почти уже подошла к
к нашей двойной петле, провязываю ее лицевой за передние стеночки и провязываю еще 4 петли. 3, 4. Провязала, и теперь я работу свою поворачиваю. Аккуратненько, чтобы здесь у нас не слетел маркер. Переснимаю также петлю на правую спицу и затягиваю хвостик за спицу рабочей нити. И вяжу в обратном направлении изнаночными петлями, провязывая все наши накиды, которые мы сделали вдоль регланных линий, до двойной петли на другом рукаве. И захвачу потом последнюю группу петель. Как я дойду до двойной петли, я к вам вернусь. Я дошла до двойной петли, провязала ее изнаночной за заднюю стенку. И дальше мне нужно связать последнюю группу петель, 4 петли. Я уже здесь отметила, как будто я их провязала. Так, раз, два, 3, 4. И здесь я уже не разворачиваюсь, а просто продолжаю вязать дальше, довязывать свой изнаночный ряд. Сейчас я уже перешла на петли переда, но иду по изнаночной стороне. Здесь у меня лицевая, здесь лицевая петля с изнанки. С лицевой стороны она изнаночная. Это та петля, которая будет разделять нашу планку и лицевую гладь. Я провязываю ее лицевой, так как мы на изнаночном ряду. Перекидываю маркер. Здесь идут петли планки. Так как у нас здесь изнаночный ряд, мы продолжаем вязать эти 10 петель так же, как мы вязали в начале нашего вязания. Изнаночную петлю мы снимаем нить перед работой, лицевую петлю провязываем. Изнаночную снимаем, лицевую петлю провязываем. Изнаночную сняли, лицевую провязали. Изнаночную сняли, лицевую провязали. Изнаночную сняли. Так, сейчас. Изнаночную сняли. Ниточка запуталась. И кромочная, изнаночная. Все, мы с вами вывязали росточек. Дальше мы будем делать прибавочки вдоль регланных линий и вывязывать нашу планочку. То есть изделие наше будет расширяться. Итак, еще при вывязывании ростка у меня с этой стороны не хватило 2 петель на одном рукаве и на передней части. Сейчас я сделаю в изнаночном ряду накид около регланной линии переда и после того, как я провяжу регланную линию нашего рукава, но на изнаночном ряду. Вот я провязала 10 петель планки и перешла уже на лицевую гладь. Подхожу к петлям второго рукава, чтобы мое вязание не отличалось. Провязываю здесь накид и делаю еще один накид. Так, перекидываю маркер, регланная линия. Здесь перекидываю маркер, делаю сначала накид, потом провязываю тот накид, который я сделала в лицевом ряду. И вяжу себе так до конца ряда. Больше нигде я здесь ничего прибавлять не буду. И свои петельки я посчитаю. У меня будет все ровно. И в лицевых рядах продолжу делать накиды до регланной линии и после нее. Те накиды, которые я провязала в изнаночном ряду по этой стороне, я провязала за переднюю стенку с лицевой стороны. Так, вот давайте я вам покажу. У меня как раз здесь один накид. То есть это петля регланной линии. Я сейчас в лицевом ряду. Я делаю накид. И этот накид, который у меня был, я провязываю с лицевой стороны за переднюю стеночку. И дальше вяжу лицевыми петлями уже.
Так, перехожу на петли планки. У меня это лицевая сторона, поэтому петли планки я здесь провязываю. И сейчас я померяю в сантиметрах. Так, все провязала. Померяю две стороны вот эти в сантиметрах по высоте. Здесь у меня высота получается 4,5 сантиметра. Так как здесь мы делали отверстие для пуговки, поэтому я проверяю, чтобы мои планочки были одинаковыми. И здесь у меня получается тоже 4,5 сантиметра. Все идентично. Вот. Ну все, вяжем так вот дальше. Высота регланной линии у меня будет 14 сантиметров. Дальше я к вам вернусь перед тем, как мы будем с вами перекидывать петли рукавов на дополнительную нить. Вяжем самостоятельно до того, как мы будем перекидывать петли рукава. Так, теперь такой момент я вам озвучу. Мы начали делать первое отверстие для пуговички от начала нашего вязания через 2 сантиметра. Значит, сейчас вот отмеряем от окончания этого отверстия 5 сантиметров и начинаем делать еще одно отверстие для пуговички. Я к вам еще раз вернусь и покажу, как делать отверстие для пуговички. Мы вместе с вами это все провяжем. Итак, я провязала 5 сантиметров от окончания моего отверстия для пуговички. И теперь начну делать следующее отверстие для пуговички. Мы на лицевом ряду. Итак, провязываем 6 петель планки вместе с кромочной. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Разворачиваем наше вязание. Переснимаем последнюю петлю на правую спицу и вяжем с изнаночной стороны нашу планку. Лицевая петля, изнаночную пересняли, лицевая петля, изнаночную пересняли и кромочная, изнаночная. Опять разворачиваем вязание и вяжем опять лицевой ряд. Кромочную снимаем, лицевая петля, изнаночную провязываем, лицевая петля, изнаночную провязываем, лицевая петля. И делаем 2 накида от себя. 1, 2. И вяжем дальше лицевой ряд. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Перекидываем маркер, промежуточная петля, изнаночная. И дальше у нас уже идет наш лицевой ряд, наша лицевая гладь. Довязываем этот лицевой ряд до конца, делаем накиды вдоль регланных линий и вяжем изнаночный ряд до вот этой вот петли. Итак, я на изнаночной стороне подхожу уже к нашим накидам. Провязываю изнаночную петлю в планке, вернее переснимаю, провязываю лицевую. Ага, вот последняя лицевая. И вот эту лицевую петлю, вот она у меня так и лежит, я захватываю за заднюю стенку вместе с первым накидом. Нужно попытаться ее захватить, этот накид, также за заднюю стенку. Так, вот таким вот образом. И провязываем эти 2 петли лицевой. Дальше мы работу поворачиваем на лицевую сторону, аккуратненько придерживая наш второй накид. Эту петлю мы переснимаем и вяжем уже лицевую сторону
петли планки, перекидываем маркер, промежуточная петля изнаночная и вяжем до конца наш лицевой ряд. Потом разворачиваемся на другую сторону, вяжем по изнаночной стороне вот до петли с накидом. Вот до сих пор. Я к вам вернусь. Итак, я подхожу сейчас к нашему второму накиду. Я с изнаночной стороны. Вот мои петли планки. Значит, в изнаночном ряду я изнаночные переснимаю, нить перед работой, лицевые провязываю. И вот здесь вот у меня петелька. Нам ее надо развернуть. Вот так вот. И провязать за заднюю стеночку, захватив наш накид лицевой петлей. Вот таким вот образом. И уже дальше я довязываю этот ряд до конца. Так, все, мы с вами сделали 2 отверстия для пуговки. Расстояние между ними 5 сантиметров. От конца последнего и начала следующего 5 сантиметров. Вот, 5 сантиметров. Вот так вот. Дальше мы вяжем самостоятельно все до тех пор, пока длина нашей регланной линии не будет 14 сантиметров. Итак, девочки, я провязала свою кофточку и регланную линию длиной 14 сантиметров. Вот вам меряю. 14 сантиметров. Все. Точно так же, как в белой кофточке. Число моих петель сейчас вот здесь вот на одной стороне переда 37 и на другой стороне переда 37. На рукавах у меня по 52 петли и на спинке у меня 66 петель. Это без петель регланных линий. Плюс 4 петли регланной линии. Вот такое у меня количество петель получилось. Теперь я буду вязать лицевой ряд и снимать петельки рукавов на дополнительную нить. Для этого я подготовила себе иголочку с контрастной нитью. И сейчас довяжу до регланной линии и вернусь к вам, покажу, как снимать эти петельки. Все, я вот почти что около регланной линии. Регланную линию я оставляю на петлях переда, то есть провязываю ее. Вот провязала. Дальше снимаю маркер, беру иголку и скидываю все свои 52 петельки через иголочку на дополнительную нить. Проделываем это самостоятельно. Встречаемся после того, как перекинем все петли рукава на дополнительную нить. Так, вот я скинула все свои петельки рукавов на дополнительную нить. Здесь у меня регланная линия, которая идет уже на спинку. Так, вот так вот все это аккуратненько сейчас завяжу. Так, чтобы дочке можно было померить. Дальше посмотреть, как кофточка сидит. Вот это нам мешать совершенно не будет. Все будет красиво, хорошо и аккуратненько. Так, смотрите, дальше продолжаем вязать. Делаю я 4 накида, 4 петли подреза. 2, 3 и 4. Затягиваю их хорошенечко и провязываю дальше свое изделие, свою кофточку. Это петля регланной линии. Провязываем ее, маркер убираем и вяжем так до следующей регланной линии рукава. Я провязала петли спинки 66, вернее 67 петли регланной линии туда же мы считаем. И теперь скидываю на дополнительную нить уже петли другого рукава.
52 петли у меня на рукаве. Все их перекину и сделаем с вами еще раз 4 петли подрезов на уже вот этом рукаве. Все, мой рукавчик снят. Теперь вот я беру ниточку, эту нашу рабочую, и делаю 4 петли подреза. Затягиваю хорошенечко и уже вяжу вторую свою переднюю часть. Так, эта петля у меня регланной линии. Здесь вот хорошо подтянуть нужно. И уже заканчиваю свой ряд лицевой. Дальше поворачиваем работу уже мы на изнаночную сторону и вяжем изнаночными петлями и подходим к петлям подреза. Когда мы подойдем к петлям подреза, я включусь и покажу, как нам их провязать. Девочки, теперь такой момент. Сейчас мы закончили вязать на уровне наших подмышек. Дальше вы снимаете мерку у своего ребенка обхват груди. Этот обхват груди, к этой цифре вы прибавляете 2 сантиметра. И умножаете эту цифру на плотность вашего вязания в лицевой глади. У меня эта цифра 2 петли. В 1 сантиметре у меня 2 петли. У вас может быть это другая какая-то цифра. И значит, вы получаете то количество петель, которое вам нужно. И сравниваете его с тем количеством петель, которые сейчас в данный момент у вас на спицах, не считая петли рукава. Все, я дошла до петелек нашего подреза, я на изнаночной стороне. И подхватываю петлю нашу накинутую. За заднюю стенку вяжу ее изнаночной петлей. И так все 4 петли. Провязываем их изнаночными за заднюю стеночку. Так, 4. Ну и здесь вот уже идет наша обычная лицевая петля. Мы провязываем ее изнаночной на изнаночной стороне. Все то же самое мы делаем и со следующими петлями подреза. Также будем провязывать их изнаночными петлями за заднюю стеночку. Я повернула работу на лицевой ряд, провязала я до петель подреза и покажу вам, как их провязывать с лицевой стороны и в последующих уже рядах лицевых. Они уже у нас сравняются с нашим основным вязанием. Их мы вяжем точно так же, как и все остальные петли, лицевой за заднюю стеночку. Вот, видите, как у меня получается? То же самое. Итак, девочки, сейчас у меня на спицах 152 петли. Это без петель рукава. На каждом рукаве у меня по 52 петли. Но они на спицы сейчас у нас не входят, они на дополнительной нити. Дальше мы продолжим наше вязание уже самостоятельно, вниз. Вниз нам нужно провязать 17 сантиметров. Также прямыми поворотными рядами лицевые ряды, изнаночные ряды. И не забываем вывязывать планочку нашу, раппорт узора нашей планочки и вывязывать отверстие для пуговок через каждые 5 сантиметров. Все вяжем самостоятельно, и я к вам вернусь, когда мы перейдем уже на вывязывание нашей планки по низу изделия. И потом, когда будете опускаться ниже, к уровню талии, то же самое. Измеряете обхват талии у вашего ребенка и переводите все это в петли. Умножайте на эту цифру на плотность вашего вязания и сравнивайте с тем количеством петель, которые у вас сейчас на спицах. Итак, я провязала кофточку нужной мне высоты. Высота, вот я меряю вам от подрезов. Так, ну вот у меня получилось 17 сантиметров. 17 сантиметров. Даже чуть больше, чем я планировала на 1 сантиметр. Почему? Потому что я здесь петельку начала вывязывать, поэтому у меня чуть-чуть больше получилось. Вот последняя петелька у меня. Сейчас я ее буду довязывать.
В общем, сделала я 6 отверстий для пуговок. Все отверстия я сделала. И сейчас у меня уже идет изнаночный ряд. Сейчас мы с вами вот отсюда, с изнаночного ряда, уже начнем вывязывать нашу резинку с вытянутыми петлями. Кромочную я сняла. Лицевые петли мы провязываем в изнаночных рядах, изнаночные переснимаем. Лицевые провязываем, изнаночные переснимаем, нить перед работой. Так, вот планка закончилась у нас лицевой петлей. Здесь мы переснимаем изнаночную и здесь уже вяжем из изнаночной лицевую, а следующую изнаночную переснимаем. И здесь из изнаночной вяжем лицевую, следующую изнаночную переснимаем. Лицевая, изнаночная. Так мы вяжем с вами до конца ряда. Я довязываю этот изнаночный ряд и забыла вам сказать, перед тем, как перейти на эту резинку 1 на 1, обязательно проверьте, чтобы у вас было на спицах количество петель кратное 2, четное, обязательно. Все, вот моя вот лицевая сторона. Здесь уже будет у меня красиво смотреться планка. Сейчас я вяжу здесь, как обычно, лицевая сторона. Здесь мы в планку влились, так сказать. И уже вяжем так до конца. Все отверстия для пуговок у нас должны уже быть сделаны. Так, вот видите, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Так, вот у нас идет вязание. Все, так мы вяжем где-то 4,5 сантиметра. Ну, 4-4,5 сантиметра. Затем мы начнем закрывать петли. Когда я начну закрывать петли, я уже к вам вернусь, покажу, каким образом я буду их закрывать. Итак, я провязала нужную мне высоту резинки. У меня это 4 сантиметра. И теперь я начинаю закрывать петли. Петли я буду закрывать на лицевой стороне способом с накидами. Кромочную мы снимаем, делаем накид на себя, провязываем лицевую, протаскиваем через этот накид лицевую петлю и эту петлю кромочную через провязанную нами петлю. Вот таким вот образом. Дальше у нас идет изнаночная петля. Мы делаем накид от себя, провязываем изнаночную петлю, протаскиваем эту изнаночную через накид и уже эту нашу провязанную петлю через первую петлю. Дальше у нас идет лицевая петля. Мы делаем накид к себе, провязываем лицевую петлю, протаскиваем накид через лицевую петлю и протаскиваем нашу первую петлю через вторую. Изнаночная петля. Делаем накид от себя. Провязываем изнаночную. Накид мы протаскиваем через нашу изнаночную петлю. И первую петлю мы протаскиваем через вторую. Дальше лицевая петля, накид к себе. Провязываем лицевую. Протаскиваем через накид и через первую петлю. И так мы делаем до конца ряда. Перед изнаночной петлей мы делаем накид от себя. Перед лицевой петлей мы делаем накид к себе. Сейчас у меня изнаночная петля, я сделаю накид от себя. Провяжу изнаночную петлю. Накид я протащу через нее и первую петлю протащу через вторую.
Все, дальше мы так закрываем все наши петли вот таким вот образом. И уже приступим к вывязыванию рукавов. Итак, мы уже дошли до рукавов. Я провязала один рукав самостоятельно, и второй рукав мы провяжем с вами вместе. Я уже перенесла все петли на спицы, все 52 петли рукава я перенесла на спицы. Вязать я буду рукав на чулочных спицах, только потому, что мне так удобно. Я не люблю вязать способом Magic Loop. Вы вяжете, как вам удобно. Значит, на подрезы мы оставляли 4 петли с вами. Да? Теперь мы должны поднять петли, но я подниму не 4 петли, а больше. Сейчас покажу вам. При помощи крючка. Берем ниточку и начинаем поднимать наши петельки. Вот отсюда. Так, одну петлю подняли, вторую, третью, четвертую, пятую, так, шестую. Я подняла 6 петель. Дальше эти 6 петель, когда я буду вязать, я сокращу 2 петли. Просто провяжу их 2 вместе. Вот эту петлю провяжу вместе с этой. И также с этого края. Вот эту петлю я провяжу вместе вот с этой петлей. Сейчас я буду перекидывать все петли на спицы, на чулочные. И уже начну вывязывать свой рукав. Здесь уже, когда я буду вязать, начало нашего вязания будет посередине наших петель, вот этих вот. Значит, вот здесь вот 3 петли с этой стороны будут и 3 петли с этой. Так мы будем вязать. И обязательно будем считать с вами ряды. Убавки я буду делать в каждом 10-м ряду. 9 рядов я провяжу, сделаю убавку. Дальше еще 9 в 10-м сделаю убавку. Еще 9 рядов я провяжу, в 10-м сделаю убавку. И так далее. Так, одеваю я одну петлю с крючка на спицу. Нет, не в этом. Сейчас в следующем ряду я убавлю. Так. Начинаю провязывать петли. В первом ряду мы вяжем все петельки за заднюю стенку, а в последующих уже за переднюю стенку. Так, давайте я провяжу петли вот до последней петли, вот здесь вот. И здесь я включусь и покажу вам, как я буду убавлять петельки. Итак, я подошла к этим петелькам поднятым. И теперь вот у меня вот эта петля, я ее перенесу сейчас чтобы полностью убрать спицы на длинной леске. Вот на эту спицу. Вот здесь у меня уже начинаются поднятые наши 6 петель. Значит, вот эту петлю я провязываю. Хвостик сейчас подтянем. Вот так вот. Здесь нужно очень сильно затянуть, чтобы не было дырочки в последующем. 2 петли я провяжу вместе. Так. И уже дальше буду вязать эти петли. И последнюю петлю я провяжу тоже вместе с другой петлей, с другой спицы. Так, вот она у меня. Сейчас я ее перенесу. Так вот. Все, тут мы хорошенечко все затягиваем. Все, мы связали с вами первый ряд. Нажали счетчик рядов. Первый ряд у нас готов.
поставим маркер в серединке. Получается, вот здесь у нас будет серединка. Здесь мы ставим маркер. Все, и уже спокойно вяжем с вами второй ряд по кругу. Аккуратненько, когда подойдем мы к этим петелькам, опять нужно будет подтянуть хвостик вот этот вот. Первые 2-3 ряда обязательно нужно будет подтягивать этот хвостик, чтобы вязание было более плотным. Так, ну давайте мы провяжем с вами 9 рядов. И уже в конце 10-го ряда, когда мы будем подходить к зеленому маркеру, не довязывая 2 петли, я к вам вернусь в 10-м ряду. Итак, я подошла к последней петле. Вот последние 2 петли у меня. У меня здесь 10-й ряд. Последнюю петлю я снимаю, убираю маркер. И вот эти вот первые 2 петли в следующем ряду я их разворачиваю. Вот таким вот образом. И провязываю 2 вместе за заднюю стенку. Так, сейчас. Провязала. Теперь мне нужно повернуть вот эту петлю, которая была последней. Вот так я ее разверну. Одену сюда маркер. Перекину эту петлю на правую спицу. И теперь перекину уже вот эту вот петлю, которую мы 2 вместе провязали. И вот эту последнюю петлю, которая у нас была в предыдущем ряду, я накидываю на эту петлю. Все. Я сделала первую свою убавку. Все, я связала 10 рядов. Отметила на счетчике, что 10 рядов у меня связано. И вяжу себе дальше еще 9 рядов. И точно так же делаю в следующем своем, получается, в 20 ряду. То же самое проделываю. 2 петли вяжу вместе, предварительно их развернув. И потом вот эту петлю, последнюю, также разворачиваю. И эту провязанную петлю, вернее, да, накидываю последнюю петлю на эту. Так я буду делать 6 убавок, 6 раз. Длина моего рукава от петель подреза до начала манжета будет 22 сантиметра. Потом я перейду уже на вывязывание резинки 1 на 1 на манжете. Как узнать, допустим, вы вяжете на себя или на более взрослого ребенка, как узнать, сколько убавок вам нужно сделать? Для этого вы опять берете свои расчеты и уже меряете обхват запястья у себя, например, там, или у своего ребенка, и переводите это в петли. Опять же, на манжете у нас будет вот такая вот резинка с вытянутыми петлями. То есть по плотности вот этой резинки. Сколько сантиметров вам нужно связать эту резинку и умножаете на количество петель в 1 сантиметре. Получаете, сколько петель вам нужно связать на манжет, наставить на манжет, сколько петель у вас сейчас. Да? И измеряете также длину своей руки или длину руки ребенка от подмышки и до манжета, допустим, до этого места. Переводите это в ряды. Также по нашей плотности вязания мы считали, сколько у нас в 1 сантиметре рядов. И уже делите эту цифру на количество петель, которые вам нужно будет убавить. И тем самым вы получите, какое количество убавок вам нужно сделать. Допустим, вы можете убавлять даже не 2 петли за ряд, а только 1 петлю, просто провязывая их 2 вместе. Тоже это будет как бы убавка. Вот, уже как вы там посчитаете. Через 5 рядов или через 10 или через 15 вам нужно будет убавлять. Это все рассчитайте вы самостоятельно по своей плотности вязания. Значит, делаем такие убавки мы 6 раз. Вяжем
в длину рукав сейчас 21-22 сантиметра. Потом я к вам вернусь и покажу, как мы будем уже собирать эти петельки в манжет и вывязывать здесь вот такую вот резинку с вытянутыми петлями. Опять же, обязательно смотрите, чтобы на манжет у вас было четное количество петель, которые делятся на 2. Все вяжем самостоятельно, делаем убавки, и я к вам вернусь, когда мы будем уже вывязывать с вами манжет. Итак, я провязала нужное количество мне сантиметров на рукаве, сделала все 6 убавок, вот здесь они у меня. И теперь мне нужно будет переходить на манжету. Но здесь у меня 45 петель в данный момент на моем рукаве. А на манжет мне нужно оставить 36 петель. То есть выходит, мне еще нужно 9 петель сократить и уже начать вывязывать нашу вот эту такую резинку с вытянутыми петлями. Что я делаю? Как я буду сейчас сокращать? И одновременно вывязывать манжету. Давайте я вам покажу. Если у вас уже нужное количество петель для манжеты, значит вы вяжете просто 1 лицевая, 1 изнаночная. Но в вывязывании по кругу такой резинки лицевые петли, они не провязываются. Они просто переснимается рабочая нить за петлей. Так, я сейчас пересниму вот эту петлю. Все, у меня начинается первая петля. Я перекидываю маркер. Первая петля у меня лицевая. Я ее просто снимаю, нить за работой. Вторую петлю я провяжу изнаночной. Дальше мне нужно сделать сокращение. И вот эти 2 лицевые петли я просто пересниму как 1 лицевую. Все, у меня уже есть 1 убавка. Изнаночная, лицевая, изнаночная. Опять 2 вместе я пересниму как 1. 2 убавки, изнаночная, лицевая, изнаночная. Дальше опять пересниму 2 вместе как 1. 3 убавки у меня, изнаночная. Так, лицевая, изнаночная. Так, 3 убавки у меня. Так, сейчас я пересниму 2 вместе опять. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Так, это 5 убавок у меня, изнаночная, лицевая, изнаночная. 2 вместе переснимаю, 6 убавок, изнаночная, 2 вместе, 7 убавок, так, 7 убавок. Сейчас у меня изнаночная петля будет. Так, сейчас у меня будет изнаночная петля. Так, лицевая, изнаночная, 8 убавок, изнаночная, лицевая, изнаночная, 9 лицевая. Так, 9 убавок я сделала. Сейчас последнюю петлю провяжу в этом ряду изнаночной, и мы с вами связали первый ряд нашей резинки. Так, изнаночная. Обязательно его мы щелкаем. Так, первый. Таких рядов нам нужно провязать с вами 10. Второй ряд начинаем вязать. Во втором ряду мы провязываем просто все петли. Лицевые мы вяжем лицевыми, а изнаночные мы вяжем изнаночными. Так, перекидываем маркер. Лицевая петля, изнаночная. Изнаночную по кругу мы вяжем за заднюю стенку. Вот здесь у меня 2 лицевые, я их провяжу вместе как 1 петлю. Лицевая, изнаночная.
лицевая, изнаночная. Опять у меня идут 2 вместе, я провяжу их как одну петлю. Так, лицевая, изнаночная. Опять у меня идут 2 вместе. Так, лицевая, изнаночная. Так, опять у меня 2 вместе, я их провязываю как одну петлю. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, 2 вместе, лицевая, изнаночная, так, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, 2 вместе, лицевой. Так. Изнаночная, лицевая, изнаночная, 2 вместе, изнаночная, лицевая, изнаночная. Так, 2 вместе, лицевой. Так. И вот мы с вами подошли уже к концу ряда нашего. Все, мы с вами связали 2 ряда нашей резинки. Дальше эти ряды мы повторяем. Значит, вяжем лицевую, снимаем, изнаночную провязываем. Лицевую снимаем, нить за работой, изнаночную провязываем. Лицевую переснимаем, изнаночную провязываем. Так мы вяжем до конца ряда, а в следующем ряду мы провязываем все петли, и изнаночную, и лицевую. Вяжем так 10 рядов. Дальше мы будем закрывать с вами петли. Итак, я провязала 10 рядов нашей резинки, и закончила я тем рядом, где мы провязывали все петли. То есть лицевые мы провязывали и изнаночные мы провязывали. И теперь я начинаю закрывать петли наши тем же самым способом, что и закрывала низ изделия, с накидами. Значит, вот моя последняя петля в предыдущем ряду. Здесь у меня лицевая петля, поэтому я делаю накид на себя. Провязываю лицевую петлю. Протягиваю накид через эту лицевую петлю. И теперь уже предыдущую петлю предыдущего ряда протягиваю через эту провязанную петлю. Дальше изнаночная петля, я делаю накид от себя. Также провязываю изнаночную. Протягиваю накид через эту провязанную изнаночную. И первую петлю протягиваю через вторую. Лицевая, накид на себя. Провязываю лицевую. Протягиваю накид через эту лицевую петлю. И первую петлю протягиваю через вторую. И так далее. Значит, изнаночные петли, накид от себя, лицевые петли, накид к себе. И так мы закрываем с вами все петли до конца этого ряда. Итак, мое изделие уже полностью связано. Вы же довязываете свой второй рукав по такому же принципу, как и этот. Мне остается только пришить пуговки к изделию, выбрать для начала одну из них, пришить их, заправить кончики и сделать ВТО изделие. На этом я буду с вами прощаться. Надеюсь, что данный мастер-класс был для вас полезным и он вам понравился. Пожалуйста, поставьте этому видео лайк. Также ваши вопросы вы можете задать мне всегда в комментариях. И присылайте мне, пожалуйста, свои работы в мои социальные сети. Как найти мои социальные сети? Внизу к описанию к этому ролику есть ссылки на все мои социальные сети. Итак, прошу вас подписаться на канал, поставить лайк и сделать активным кнопку колокольчик для того, чтобы не пропустить выход новых роликов на моем канале. Всем пока, всем ровных петелек и приятного вязания!